Приветствую вас на канале по вязанию крючком Вилана Ян. Меня зовут Светлана, и в этом видео я расскажу, как связать сумку Ева. Покажу ее со всех сторон. В длину сумка 21 сантиметр, в ширину 12 и в высоту без учета ручки 19 сантиметров. Красивое донышко, красивая обвязка. Использовала кожаную фурнитуру и застегивается на 2 магнитные кнопки. Для создания сумки понадобится набор кожаной фурнитуры, похожий на этот. Состоит из клапана, 2 боковых деталей и ремня. Клапан имеет отверстие, чтобы можно было его привязать. И у меня он застегивается на 2 магнитные кнопки. И 2 боковые детали, также с отверстиями и креплением для ремня. Размер моей фурнитуры. Так, клапан 20,5 на 22 сантиметра. И боковая деталь 9 сантиметров на 14,5. Также для создания сумки понадобится полиэфирный шнур 5 мм без сердечника, примерно 120-130 метров. Вязать будем крючком номер 4, а фурнитуру обвязывать крючком номер 3,5. Понадобятся также ножницы, зажигалка и иголочка с широким ушком. Сумку мы будем вязать вот таким узором, но сначала нам нужно обвязать кожаную деталь. Если вы используете такие же материалы, как у меня, то вы можете следовать мастер-классу. Если же у вас другой шнур или немного другая фурнитура, тогда вам стоит посчитать плотность вязания и сделать небольшие перерасчеты. Я прикреплю видео, как можно сделать расчет плотности вязания. И определить, сколько нужно связать столбиков без накида, чтобы обвязать вот такую деталь. Берем шнур, берем крючок 3,5. Померьте в свои отверстия, чтобы он легко проходил вместе со шнуром. Всего по периметру у меня 35 отверстий, и нужно провязать 44 столбика без накида. Так как столбиков без накида нам нужно провязать больше, значит нам в некоторые отверстия нужно провязать по 2 столбика. Равномерно распределяем прибавки по всему периметру боковой детали. Начинаем обвязывать вот с этого угла. Заводим крючок в первое отверстие, захватываем шнур и аккуратно протягиваем через отверстие. У вас должен остаться кончик сантиметров 5-10. Его придерживаем здесь с обратной стороны, захватываем нить и провязываем. Так, здесь подтяните, чтобы у вас плотный был столбик. В первое отверстие нам нужно провязать 2 столбика без накида. Заводим опять крючок в это же отверстие, захватываем нить и протягиваем. Если у вас крючок не проходит, возьмите чуть меньшего размера. Опять захватываем нить и провязываем. Аккуратно поправьте рукой. Так, вот с обратной стороны. Дальше мы вяжем 5 столбиков без накида в каждое отверстие. Старайтесь вязать одинаковые столбики. Так, вот заводим крючок, захватываем шнур, вытягиваем 2 петли на одном уровне, захватываем нить, провязываем. Вот что у нас получается. Вот, видите, кончик у нас ввязывается
между столбиками. Провязали 5 столбиков. В следующее отверстие нам нужно провязать 2 столбика. То есть сделать прибавку. 1 и сюда же 2. И провязываем. Поправьте пальцем. Так, принцип обвязки понятен. Сейчас я расскажу, как сделать прибавки на каком расстоянии. Так, смотрите, дальше мы провязываем 6 одиночных столбиков без накида, в 2 угловых отверстия по 2 столбика. Далее 1, 1, в центральное отверстие 2 столбика. Далее 1, 1, в 2 угловых отверстия по 2 столбика. Дальше 6 столбиков одиночных, потом двойной столбик, 5 одиночных столбиков и последний двойной столбик провязываем. Так, вот что у нас получается. Прибавки сделали в углу в 2 отверстия и в центральное отверстие. Когда вяжете, обязательно контролируйте каждый столбик. Смотрите, чтобы нить была здесь не перекрученная, тогда столбики будут красивые и аккуратные, и вязание будет выглядеть очень красиво. Мы обвязали боковую деталь. Смотрите, вот здесь 6 одиночных столбиков, здесь двойной столбик, здесь 5 одиночных и по краям двойные столбики. Когда закончили, посмотрите, чтобы обвязка была ровная, чтобы края не заворачивались, не были стянутыми. Так, вот так выглядит с обратной стороны. Теперь основную часть сумки мы будем вязать сразу от боковой детали, поэтому продолжаем. В конце ряда делаем петлю подъема, меняем крючок на номер 4 и дальше будем вязать крючком номер 4. Разворачиваем вязание. И теперь нам нужно провязать вот по этому периметру 43 столбика. Вязать будем за задние перемычки, вот эти. Вы по своей детали можете посчитать. Мы связали 44 столбика, когда обвязывали, значит, во втором ряду у нас будет 43 столбика. Начинать вязать будем вот со второй перемычки. Вот эту первую, самую крайнюю, мы пропускаем. Показываю узор. Делаем накид и крючок заводим за заднюю перемычку столбика. Так, аккуратненько, не торопясь, нам нужно попасть под нее. Вот так. Захватываем нить и вытягиваем петлю. Всего на крючке должно быть 3 петли, все на одном уровне. Теперь, придерживая пальцем третью петлю, мы протягиваем ее через 2 предыдущих. Вот так. Когда держите кожаную фурнитуру, аккуратно, не царапайте ее ногтями, то есть придерживайте пальцами. Далее, чтобы узор выглядел очень красиво и аккуратно, нам нужно разворачивать нить, когда мы делаем накид. Вот видите, лежит ровно. Делаем накид. Вот смотрите, ровненько. Теперь крючок заводим за заднюю перемычку столбика. Можете себе помогать. Захватываем нить, вытягиваем петлю, придерживаем третью петлю и протягиваем через 2 предыдущих. Вот так. Так мы вяжем по всему периметру до конца ряда. Делаем накид. Заводим крючок в перемычку. Захватываем нить.
Вот когда эту нить захватываем, можно уже не разворачивать. Протягиваем. Вот такие столбики вяжем до конца ряда без прибавок. Вот с этой стороны выглядит вот так. То есть здесь у нас развернется и полотно будет идти вот так ровненько. Продолжаем вязать. Вот что у нас получается. Вот так выглядит с лицевой стороны. Вот эти диагональные ниточки — это накид. Мы их разворачивали, и они все ровненькие. Вяжем дальше. На углах также прибавки не делаем. Этот узор очень плотный, поэтому специально не затягивайте петли. Вот петелька на крючке у меня вот такого размера. И когда мы вяжем, так, сделали накид, заводим крючок, вот вытянули петлю, то есть не оставляйте ее прям совсем маленькую, вытяните нормально на один уровень со всеми остальными. Вот придержали и провязываем. И смотрите, чтобы вот видите, все петельки были одинаковые. Провязываем до конца ряда. Провязываем последний 43 столбик в ряду вот за эту перемычку. Делаем накид, заводим крючок, захватываем нить и третью петлю протягиваем через 2 первых. В конце ряда делаем воздушную петлю подъема. Захватываем нить и протягиваем через петлю. Разворачиваем вязание. И дальше мы будем вязать в обратную сторону. Так, смотрите, что у нас получается. Следующие ряды мы будем вязать такими же столбиками. В каждом ряду нужно провязать 43 столбика и в конце ряда сделать петлю подъема. Вяжем со второй петли от крючка. Выпрямляем нить, делаем накид и крючок заводим вот за эту полную петлю. Вот так. Теперь захватываем нить, вытягиваем 3 петли на крючке, придерживаем третью и протягиваем через 2 первых. Опять расправляем нить, делаем накид, заводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем. Вяжем и дальше такие столбики. Вот с обратной стороны у нас будут вот такие диагональные столбики получаться, как здесь. И так будут чередоваться каждый ряд. Вот что получается. И вот так выглядит с внутренней стороны. Довязываем до конца ряда. Теперь провязываем последний столбик вот за эту петлю. Делаем накид, заводим крючок, вот так. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем. В конце ряда петля подъема. И разворачиваем вязание. Теперь вяжем в обратную сторону. Сколько же рядов нам нужно провязать? Смотрите, я сейчас покажу, как у нас будет собираться сумка. У нас есть 2 боковые детали и клапан, который будет прикрепляться вот таким образом. Значит,
Нам нужно на этой детали довязать ровно до центра клапана. Вот такое расстояние. Затем берем вторую деталь, точно так же обвязываем, как первую, и провязываем также до центра клапана. Затем эти две половинки мы сшиваем. Получится вот такая сумка. Когда провязали несколько рядов, здесь я провязала 4 ряда, нужно посмотреть, не стягивается ли полотно. Если стягивается, значит вы мало набрали столбиков без накида при обвязке. Если наоборот сильно рыхлое полотно, идет волной, значит много. И лучше перевязать. Так, вот здесь смотрим, все получается ровно. Значит, правильное количество столбиков набрали при обвязке. Вот такие стеночки сумки получаются. Когда вяжете, обязательно примеряйте клапан. Вот край клапана должен совпадать с краем сумки. Так, смотрим. Центр клапана у нас вот здесь, значит, еще нужно провязать несколько рядов. Чтобы точно посчитать, сколько сантиметров на одной половине нам нужно связать, берем клапан, сантиметровую ленту и измеряем. Мы получаем почти 21 сантиметр. То есть половина это будет 10,4 примерно. И меряем связанную часть. Вот 10,4. Значит, достаточно. Берем вторую такую же деталь и начинаем обвязывать. Вяжем точно такую же одинаковую вторую деталь. Здесь я оставлю кончик 1,5 метра и обрежу нить. Так, это у нас одна половинка. И вяжем такую же, как и первая, вторую половинку. На одной половинке я провязала 14 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. На второй детали я провязала 11,5 рядов, и у меня закончились 100 метров шнура. Нужно присоединить второй моточек. Сейчас покажу, как мы это сделаем. Держу вот таким образом два кончика. Если они неровные, сильно распушенные, то я подстригаю. Вот так обрезаю кончик. И теперь берем зажигалку, расплавляем оба кончика, и нам нужно соединить, чтобы они приплавились друг к другу. Вот так соединяем плотно и держим. Ждем, пока застынет. Можно пальцами немного придавить. Когда вы соединили два конца, обязательно подергайте шнур. Если вы не можете его разорвать, тогда соединение хорошее. Когда вы довязали до соединения вот этих двух концов, вам нужно провязать столбик так, чтобы соединение было не видно на лицевой стороне. Вот смотрите, когда мы вот так провязываем, у нас соединение оказывается с внутренней стороны. Так оно сейчас попадет между нитей, и его видно не будет. И продолжаем вязать. Довязываем вторую половинку. Так, провязываем последний столбик. Петля подъема, но здесь мы ее уже вытягиваем. Длинную нить оставлять не будем. Когда вы вяжете половинки, лучше, чтобы на каждой было четное количество рядов провязано. Тогда при соединении получится хороший шов, незаметный практически. Перед тем, как обрезать нить, сложите две половинки и примерьте клапан.
чтобы он по размеру подходил. Вот так. Если вы видите, что все хорошо совпадает, то можно обрезать нить. Также можете еще раз измерить длину. Вот 20,5 сантиметров. Такая же длина, как и у клапана. Сантиметров 15 и обрезаем. Теперь у нас есть две одинаковых половинки, на одной из которых длинный кончик. Вот этот кончик нужно протянуть через петлю. Так, закрепили петлю, чтобы не распустилась. Теперь берем иглу с широким ушком, и нам нужно сшить две половинки. Вставляем длинный кончик в иглу и будем сшивать. Сначала иглу заводим вот сюда. Так, плотно стянули. Теперь обратно на левую сторону. Теперь в следующую петлю внутрь протягиваем иглу. Нить расправляем, чтобы она лежала ровно. Теперь дальше, смотрите, нам нужно сшить оба полотна таким образом, чтобы у нас образовывались похожие диагональные петли. Так, заводим с внутренней стороны одной стороны. И затем внутрь протягиваем иглу на другой половинке. Вот, будут получаться диагональные петли. Так, придерживаем, чтобы шнур не перекручивался. Так, теперь в следующую петлю выводим иглу. Так, и так сшиваем до конца ряда, то есть по всему периметру. Вот такой аккуратный шов получается. С внутренней стороны он выглядит тоже аккуратно. То есть, если вы не планируете делать подкладку, то все аккуратно получается. Дошиваем полностью. Один кончик можно спрятать между столбиков. Протянуть его с помощью крючка. Вот так здесь вот. Дошиваем наши половинки. Так, вот сюда заводим иглу. С внутренней стороны можно сделать еще один стежок, чтобы закрепить нить. И потом нить нужно протянуть между столбиков и обрезать. Например, вот так. Все, здесь можно обрезать и зажигалкой приплавить кончик. Итак, смотрим, что же у нас получилось. Вот здесь у нас шов. Так, вот донышко. И с другой стороны.
Очень аккуратный получается шов. Смотрите, даже вот здесь вот незаметно. Прикладываем клапан и смотрим, все ли у нас ровненько получается. Теперь нам нужно привязать клапан. Выбираем сторону, которая у нас будет лицевой. То есть вы выбираете та, которая вам больше нравится. У меня будет вот это. Теперь берем клапан, прикладываем вот таким образом. Ручка на клапане должна быть ровно по центру боковой детали. У меня достаточно плотная кожа на клапане. Так, вот придерживаем ее и смотрим, на каком уровне нам нужно привязывать клапан. У меня будет примерно сантиметра 2 от края сумки. Прикладываем клапан. У меня здесь 19 отверстий, и нам нужно приложить клапан ровно и найти центральное отверстие. У меня это будет 10-е отверстие. Вот 10-е отверстие должно совпадать ровно со швом, то есть по центру. Вот. И нужно стараться привязать клапан, чтобы края клапана не выходили за края сумки. Все было ровно. Я буду привязывать клапан вот примерно на таком уровне. Берем шнур и крючок 3,5. Шнур заводим внутрь. Крючок заводим внутрь сумки и захватываем шнур. Вытягиваем петлю. Кончик оставьте сантиметров 10-15. Теперь нам нужно приложить клапан и крючок заводим в отверстие на клапане и внутрь сумки. Теперь захватываем нить и вытягиваем наружу через сумку и через отверстие. Так, вытянули. Теперь эту петлю протягиваем через первую. И вот такими соединительными петлями мы провязываем до конца ряда. Весь клапан привязываем. Завожу крючок внутрь, захватываю там нить и вытягиваю на лицевую сторону. Протягиваю через петлю. И старайтесь, чтобы все петли были одинаковые. Первую петлю можно будет подтянуть за кончик, который мы оставили. Так, привязываем и смотрим, чтобы 10-е отверстие совпало со швом на сумке. Получается красивый шов. Вот у меня 10-е отверстие и ровно совпадает со швом. Заводим крючок. Захватываем нить. И провязываем через петлю. Привязали клапан, нить сразу не обрезайте. Разверните на лицевую сторону. Так, приложите клапан и посмотрите, ровно выглядит все или нет. Если не ровно, то лучше перевязать. Если ровненько, тогда можно обрезать нить и закончить привязывание клапана. Теперь крючок заводим в край сумки, также насквозь захватываем нить, вытягиваем, протягиваем через петлю. И вот теперь можно уже вытянуть. Обрезаем сантиметров 15, оставляем кончик, вытягиваем. И вот этот кончик нужно завести внутрь сумки. Вот так. Захватываем кончик. Здесь все затянули и вытягиваем внутрь. Так, все хорошо затягиваем оба кончика. Смотрим, чтобы шов был красивый и аккуратный.
Оба кончика прячем между столбиками. Клапан привязан, кончики спрятаны. Теперь осталось пришить магнитные кнопки. Для пришивания магнитных кнопок мне такая игла не подойдет, она просто не пройдет через отверстие. Поэтому я беру вот такую. А чтобы не искать подходящую нить по цвету, я беру шнур и его немного распускаю. И этой нитью будем пришивать. Вот так. Очень легко распускается. Протягивайте нить в иглу. На конце завязали узел, и вот у меня получилась вот такая нить кудрявая, она растягивается. Вот, и пришиваем магнитные кнопки. Еще раз закройте клапан, посмотрите, чтобы ручка располагалась ровно. И отметьте положение магнитных кнопок на сумке. Вот так я держу клапан. Потом открепляю магнитную кнопку. Вот здесь она у меня должна находиться. Можете отметить прям по периметру маркерами, чтобы не сбиться. Вот так. И теперь начинаем пришивать магнитную кнопку. Пришиваем обычными стежками. Так, иглу завожу между столбиков, потому что шнур сложно прокалывать. Немного пришили, проверьте, как закрывается. Так, вот, посмотрите, ровно, значит, пришиваем дальше. Я прошиваю на 2 раза по всем отверстиям. Готово. Сзади завязываем узелок и прячем кончики. Также пришиваем вторую кнопку. Пришили и вторую кнопку, убираем маркеры. Все красиво и аккуратно. Внутри также аккуратно прячем кончики. Закрываем сумочку, проверяем. Так. Все, захлопнулись магнитные кнопки. Вот, по-моему, все ровненько получилось и красиво. Давайте измерим сумочку. В длину 21 сантиметр. Так, в ширину почти 12 сантиметров и в высоту 19 сантиметров без учета ручки. Вот такая красивая сумочка у нас получилась. Давайте покажу со всех сторон. Аккуратно пришили клапан. Здесь шов практически не заметен. Аккуратная обвязка боковых деталей. Красивое донышко. И аккуратно пришиты магнитные кнопки. Внутри также все аккуратно. Все, цепляем ремень на карабинчике, и наша сумочка готова. Буду рада вашим комментариям. Если вам нравятся такие видео, то подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за внимание. Желаю творческих успехов. До скорых встреч!